Приветствую вас, друзья, с вами Виталий. Итак, друзья, сегодня тема у нас такая, это жара. Жара, климат и тому подобное. Значит, в Европе там жара и так далее. В Америке жара стоит, температура, климат сильно, такая будоражащая тема всех. Как теория моя, о которой я тут буду говорить сегодня, теория всего, этот процесс объясняет. Смотрите, друзья, первая часть видеоролика будет вступительная. В одном из комментариев там было или девушка, или парень, или мужчина, или женщина написали о том, что это такое за примитив. Вы маркером пишете на листочке, на бумаге. Это же 21 век, вы что? Смотрите, друзья. Вот это называется моя обратная связь с Богом. Понимаете? То есть в прошлых видеороликах я вам рассказывал о том, что была такая же тема, там 40 тысяч лет назад, 50 тысяч лет назад люди рисовали в пещерах, в своих каких-то особенных местах, рисовали животных, какие-то сценки охоты были, рисовали, да, и мы это увидели. Так вот это у меня тоже такая же пещера. Вот такая же пещера, это мое язычество, точно такое же, как оно было в те там далекие времена, 40 или 50 или там 100 тысяч лет назад, когда люди первобытные, грубо говоря, занимались охотой, и они как бы давали такую дань общения природе. То есть они через рисунки общались вот с этой богиней, матерью природы. Южная Америка. Прекрасный был континент. Прекрасный континент был в 16 веке, в 1499 году там ребята, португальцы, испанцы, открыли эту Южную Америку и увидели, что там творится безобразие, понимаете. Люди там живут хорошо и живут богато. На самом деле, богаче, чем Европа жила. Потому что у них было у них, что у них было? У них было язычество. Была такая же структура, как родоплеменные отношения у них были. И очень простые были отношения. У них был бог солнца и император инков. Император там был майя, еще были цивилизации майя, ацтеки были и так далее. То есть все они были язычники по-нашему. И они общались с природой, как с естественным состоянием мира. То есть они также спрашивали разрешения, обращались к богам этой природы и так далее. Император их не был тоже как представитель Бога или его воплощение Бога, император инков. У них была прекрасная агроэкономика, развитые, все культуры развитые были, которые в Европе и не было таких культур, не было кукурузы, да. Это было все в Южной Америке. И была большая, сытая и развивающаяся, передовая такая инновационная цивилизация. В конце концов, мы понимаем, к такому открытию приходят люди, как раз в 16 веке приходит к такому открытию, что существует некий какой-то в Тихом океане течение какое-то. И эти течения все время становятся, периодичность их увеличивается. Тепловые течения, циклон образуются, и они влияют глобально на климат планеты. И периодичность их повторяется. И повторяется. То есть там был в этом году, там 5 лет назад, 5 и так далее. То есть о чем я хотел сказать? О том, что баланс в природе, понимаете, они общались, поклонялись и всячески баланс соблюдали с природой. Когда эту территорию колонизировали и завоевали, и уничтожили эту культуру, этот культ поклонения природе этих миллионов людей, то фактически мы получили дисбаланс территории. Да? Соответственно, и на других территориях произошло то же самое. То есть я хотел сказать о чем? О том, что в контексте вот этого изменения климата или вот этих как купол жары там называется, что-то такое, отсутствие обратной связи с Богом.
отсутствие, прервали обратную связь с Богом, соответственно, мы люди, которые мы рождены в этой природе, не хотим этим заниматься, понимаете, мы хотим сами напрямую с Богом общаться, ну что мы, мы же помните, реформация происходила в католической церкви, там распад церкви католической, да, на протестантов, там, католиков, там, и так далее. То есть, соответственно, протестанты принесли такую культуру прямого общения с Богом. То есть, чтобы я читал Евангелие сам, понимаете. Это духовный мир, духовные люди, которые посвятили свою жизнь этому, да, они посвятили, изучают этот духовный мир, и мне рассказывают, как это делать. Правильно? Ну, общаются с Богом через свою церковь, там у них ритуалы определенные, все грамотно. Роли изначально Адама и Евы и принижение этой роли, и как бы сказать о том, что от них пошли какие-то люди, ну, то есть как они как материальные тела и так далее. Это, я думаю, ошибочное. И от этого ошибки и есть некоторое высокомерие у нас, правильно? Высокомерие над природой. Мы над природой, у нас есть высокомерие, гордыня такая, что мы эту природу покорили, мы ее можем изменять, мы можем там находить минералы и так далее. Это моя такая версия климата. Почему климат сейчас происходит такая ситуация, сильно температурное изменение, потом будет похолодание резкое будет, и будем говорить о том, что наступил ледниковый период какой-то, или подтопление начнется, потому что ледники растают и так далее. И все будут думать, давайте что делать, куда деваться нам всем, да, прибрежным там территориям. Никто не скажет, что давайте, ребята, вернем Южную Америку на тот путь, на котором они находились. Поэтому, конечно, было бы неплохо, если бы эти народы, которые разговаривали на своем особенном языке, то есть тонкость здесь в чем? Языковом. И то есть, когда говорим слово язычество, это язычество. То есть я разговариваю на языке, и этот язык не является письменным. Уловили? То есть сейчас мой язык письменный, но если бы я разговаривал на своем коренном, народном и племенном языке, он был не письменный. Его невозможно было написать на письмом. Какими-то символами, может быть, там обозначить можно было, да? Потому что у меня была близость с природой, и мой язык был бы похож на языки народов, племен таких же древних цивилизаций, как инков, да? То когда их частота, амплитуда, вибрация этого языка соответствует частоте, амплитуде, вибрации божественной монады. И когда люди общаются в племенах, в роду на этих языках, на естественных, на природных языках, которые не поддаются письму, они, соответственно, находятся в этой вибрации, в моменте, ежедневно, постоянно. Вот такая у меня объяснение, теория всего, как объясняет климат, изменения в климате. Поэтому, друзья, любите Бога, верьте в жену и не ешьте сахар. Вот это была бы правильная вещь, потому что вам необходимо верить в природу, в которой вы живете. Вот в эту природу верить, в нее, в природу верить. А любить Бога